США вот на этом всем чудесном фоне решили поддержать ОПЕК+, поддержать рынок, поддержать вообще всех. И они решили взяться за наполнение стратегического резерва, объявив о том, что 20 миллиардов долларов будут пущены в наполнение стратегического резерва. Давайте цитату соответствующую. Министр энергетики США Крис Райт намерен запросить до 20 миллиардов долларов. Кстати, молодец. Надо больше вообще просить. Намерен запросить до 20. Намерен до 20 миллиардов для восполнения запасов нефти в стратегическом резерве страны, которые в свое время были растрачены администрацией Джо Байдена. По мнению министра, на восстановление резервов потребуется несколько лет. Скорее всего, от 5 до 7. Почему-то вспоминается знаменитый анекдот. Так, 7-8. Да. Вот. 5-7 лет до 20 миллиардов намерен запросить. Запрошу или нет, пока не знаю. Нет, я уверен, запросят. Дадут или нет? Вот вопрос. Вы знаете, запросить-то мы можем. Я думаю, мы с Борисом можем. Министерство энергетики Соединенных Штатов или кто там у вас деньги выдает? Давайте 20 миллиардов на что-нибудь. До 20, не больше. Главное, не больше. Больше уже не потянем. Вот 20 миллиардов. Вот. На восполнение стратегического резерва. Заметьте, попросили. Не то, чтобы мы рассчитывали или надеялись, или вообще нам это надо было. Но вот попросили. Вот он тоже попросит. До 20 миллиардов. Я, кстати, еще раз уверен, попросит. Дадут или нет? Кто его знает? То, что это будет до 20 миллиардов долларов, это совершенно верно. Например, 100 миллионов. Это же до 20? До 20. Может, скажут, держи $70, купи 1 баррель, наполни. Прикати бочку сюда. Кати бочку. Грузите апельсины бочками. А давайте на график посмотрим, что там с этим стратегическим резервом делается. Опять же, спасибо Управлению энергетической информации при Минэнерго Соединенных Штатов Америки. Графики рисуют прекрасные. Мы с вами делимся. Наша программа вообще это про графики, таблицы. Как вы видите, да, там началась распродажа в какой-то момент. Какой, кстати? В 2021 году. С конца 2021 года шла распродажа. Не в 2022. Точнее как? Распродажа была и в 2022 году тоже, но началась она в конце 2021. В 2021, хотя многие нам продолжают рассказывать, что кризис начался 24 февраля 2022 года. Кризис начался 24 февраля 2022 года, именно поэтому в декабре 2021 года на бирже TTF в Европе 1000 кубометров газа стоило $2000 США. А президент Соединенных Штатов Америки, тогда еще Джо Байден, решил: Господи, надо же быстренько распродать стратегические государственные резервы, чтобы как-то сбить цены. Он тогда действовал под лозунгом повышения Путина. Да. Это не просто рост цен, нет. Тогда... Вот сейчас Борис вас пытался в заблуждение ввести. Не позволим. Нет. Тогда еще были виноваты и Россия, и Саудовская Аравия в конце 2021 года. Это вот где-то с февраля 2022 года Саудовская Аравия отвалилась немножко, и стала виновата только Россия. Все то же самое происходит, но виновата уже только Россия. Так что, там есть эволюция вот этих взглядов. Кстати, я так понимаю, на графике было не очень хорошо видно значение. Да, давайте эти значения посмотрим списком. Вот октябрь 2021 года, когда там задумались в Штатах про распродажу. Вот такие показатели. К моменту окончания распродажи, то есть в июле 2023 года. За 1,5 года. 347, если округлить, миллионов баррелей оставалось. А кто-то еще жаловался, что Байден не был достаточно энергичным. 1,5 года работы, и пожалуйста. Очень энергичная распродажа. То есть, теперь, чтобы вернуться к таким же объемам, надо лет 5-7. 7-8. Так вот, к настоящему моменту закупки-то начались, точнее, восполнение началось с августа 2023 года. 395, чуть более 395 миллионов баррелей удалось довести до 395 миллионов баррелей. И, в принципе, если посмотреть на запрос 20 вот этих миллиардов, 209, при нынешних ценах 290 миллионов баррелей можно купить. В принципе, этого хватит, чтобы восполнить. Но вот это 5-7 лет, это правильно. Потому что это что получается? Где-то по 30 миллионов за годик, и не надо торопиться. За 1,5 года 50 миллионов баррелей получилось. Поэтому, когда он говорит, что ему надо лет 5-7, да? Примерно такой же темп. Самое смешное, что новый президент, который вообще не такой, как предыдущий, многие
Послушали Трампа? Боже мой, он так много говорит: нефть, газ, уголь. Он, наверное, не такой, как Байден, но темпы-то, которые предлагаются, они такие же. А знаете, почему они такие же? Потому что если они будут более высокими, то на рынке создастся дополнительный спрос, который будет толкать вверх цены. Вот как-то так. То есть выливать можно было быстро, потому что это ни на что не влияло, а закупать в больших объемах рынок увидит. Ну, кстати, чтобы восполнить распроданное Байденом, осталось купить всего 222,5 миллиона баррелей. Я думаю, управятся. Года за 4, да. Ну, вот и прекрасно. В общем, через 4 года посмотрим, как у них там дела обстоят. Нет, если без шуток, иронии и вот этого натужного юморочка, то ситуация выглядит следующим образом. Мы радикально отличаемся от администрации Байдена, поэтому мы будем все делать тоже, точно так же, как делали они. Просто кричать об этом будем громче. Вот об этом, точнее, будем кричать громче, а вот об этом меньше. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Делать то же самое, только они кричали вот об этом больше, об этом меньше, но количество дел, объем дел такой же. Ну и Евросоюз перенес отказ от российского газа. Представляете, Евросоюз так обещал. Новый еврокомиссар по энергетике в конце 2024 года пообещал: 100 дней пройдет, я как Наполеон, плохое сравнение, я за 100 дней своего руководства европейской энергетикой подготовлю дорожную карту, ну или по-русски план-график, по отказу от российского газа к 2027 году. 26 марта должны были опубликовать. Ну, не получилось. Не шмогла. Да-да-да. Ничего страшного, тем более, мне кажется, что вот этот еврокомиссар, фамилию которого даже не пытаюсь запомнить, провидец. Он знал, что будет, если трубы из России будут лежать пустыми. Не надо этого делать. Пусть лучше идет газ, нефть, все что угодно. Ну, вот как-то так, да, и потребление газа в Европейском Союзе немножко снизилось по предварительным данным в 2024 году относительно 2023 года. Не намного, на 200 миллионов кубических метров, то есть 332,5 вместо 332,7, как это было в 2023 году. Но, если что, это антирекорд. В 21 веке так точно. Ну, и подождем точных результатов, потому что пока все предварительно. Ну, это если сложить данные Евростата за каждый из 12 месяцев. Пока в годовом графике, у них, кстати, самое интересное, годовые графики по количеству газа отличаются. Я не знаю, как у них это получается. Если просто брать чисто математически, сложить данные по месяцам того же 23 года, должно получиться больше газа, чем они фиксируют за год. Я предлагаю под конец тут пару-тройку вопросов зачитать. Что это за график-то был такой? Это график потребления газа в Европейском Союзе. Если что, это Евростат. Это не мы сочинили. Это Евростат. Вот они нарисовали, они молодцы. Как вы видите, даже если не приглядываться, то есть некоторое снижение. Да, в 2023 году мы можем, в начале 2024 года мы можем увидеть такой резкий рост, но это январь попрохладнее был, чем год назад, поэтому вот такой всплеск. У нас за Уралом, жалуется нам наш зритель, просто грязный газ, горит красным, трещит. Мы же тут, видно, некто хороший в Китае. Видимо, человек, странно написал, но имеет в виду, что хороший газ мы в Китай отправляем. Дорогой наш зритель, я не знаю, где вы за Уралом практически... Надым-Пуртазовский регион, вы меня простите, он где находится? Вот, центральный наш регион нефтегазодобычи за Уралом у нас. Где конкретно вы за Уралом? Вот. У нас просто основная часть... Кстати, Ямал у нас как? За Уралом. Нет, мало ли вдруг на Ямале газ добывается, в Надым-Пуртазовском регионе газ добывается. Вообще, как-то северные районы Тюменской области, они, по-моему, за Уралом все еще. Не знаю, что у вас там с газом.
хороший в Китай продаем. В Китае продают газ с Кавыкинского и Чиндинского месторождений. Прежде чем пойти в Китай, он попадает на газоперерабатывающий завод, на Амурский газоперерабатывающий завод, где из него полезные дополнительные элементы извлекаются. Полезные дополнительные элементы — это этан, пропан, бутан, гелий, пентан, гексановая фракция. Вот так что не надо. Я не знаю, почему у вас там красным трещит газ. Я бы обратился... Я, кстати, без шуток, если... Обратитесь в газовую службу. Ну, потому что если Когда у вас... начинает трещать, лучше обращаться сразу. Вот, потому что, возможно, у вас что-то с внутридомовым газовым оборудованием, или вам надо жаловаться на предоставление некачественного газа. Может ли Запад заблокировать наш теневой флот? Он на то и теневой, как его заблокируешь? Кто ж его посадит? Он же память. Ты его в одном месте тень накрыл, тень ушла. Даже лапку не поцарапала, которую ты накрывал. С теневым флотом борются с той поры, как вообще начали нефть морем возить, вот с той поры и борются. Существует ли по регионам разбивка по поводу спонтанной, прерывистой все-таки генерации? В основном у нас Ставропольский край, юг. Там роза ветров подходящая. Просто там как-то ветровые ресурсы очень богаты. Слава богу, в мае прошлого года появилось решение Министерства энергетики о том, что разрешение на строительство солнечных ветровых генераций должно быть согласовано с системным оператором. А у системного оператора мысль до предела проста. Строить надо не там, где ветер хороший, а там, где спрос есть. Это неожиданная мысль. Для многих инвесторов нашей прекрасной возобновляемой энергетики она не доходила. Дойдет административным путем. В Минске к середине лета появится 20 беспилотных трамваев. Вот где электричество нужно. Поверьте, у Беларуси с электричеством, особенно благодаря атомной электростанции, все очень хорошо. Я думаю, что если Александр Григорьевич задумается, прислушается к тому, что у нас спрашивают, что мы отвечаем, может раздаться такой тихий голос: майнеры России, криптомайнеры и прочее, строим в колонну по 6, шагом арш. Всем всего хватит. Обеспечивать спрос на электроэнергию с атомной электростанции. Видим вопросы про торий и прочее. Мы даже опустили ряд тем, которых мы, наверное, коснемся в следующий раз. Например, про Чехию и дружбу. Но на сегодня, дорогие друзья, будем завершать. Присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 7 часов вечера. Все вопросы, на которые не ответили, постараемся ответить в следующий раз. Зафиксируйте их и, если можно, задайте еще раз через неделю. На сегодня все. Всего хорошего. Всем спасибо, всем всего доброго. Электроэнергетических рекордах и об оборотной, негативной стороне этих рекордов, которые как бы подмигивают, намекают на что-то. А именно, системный оператор сообщает, что 26 февраля в 10:00 московского времени потребление электрической мощности в объединенной энергосистеме Юга достигло 22 212 мегаватт. Новое значение исторического максимума на 1086 мегаватт превысило рекордный показатель, зафиксированный 17 июля 2024 года. Давайте результаты по энергосистемам ряда наших регионов вывесим на экран и поговорим. Замечательно, казалось бы, да, Ставропольский край, Ингушетия, Дагестан, Крым и Севастополь продемонстрировали настолько прекрасные показатели. Кстати, про Крым и Севастополь тут такой момент. До 2014 года потребление электрической энергии там не превышало 1200. Теперь почти 1800 мегаватт. Было 1200, сейчас 1800. Не в самый жаркий, прямо скажем, день. А при чем тут ОС Юга? Почему я так говорю, что намекает на что-то? Летом у нас в прошлом какие-то проблемы были? Летом проблемы были. У нас впереди тоже лето. Господа синоптики говорят, что оно будет более жарким, чем обычно. А здесь даже не пришлось ждать жары. Здесь не пришлось ждать жары. Это означает, что не исключено, что мы увидим, к сожалению, повторение пройденного. Будем надеяться, что в этот раз обойдется. Не будет всех тех совпадений. Это и вывод в ремонт масса электростанций, как казалось, не вовремя, и введенная дополнительная газовая турбина большой мощности в составе
электростанция ударная, 110 мегаватт, тоже небольшая такая добавочка. Но то, что произойдет с ВИИ, с зеленой генерацией, доля которой в балансе в объединенной энергосистеме Юга составляет 12%, предсказывать достаточно просто. Они не будут работать. Около гигаватта у нас там, да? Да. Да. Около гигаватта, дорогие друзья. Ну, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, вот эти аномальные снегопады, которые мы на юге видели, я надеюсь, позволят гидроэлектростанциям подойти к летнему сезону в полной форме. Опять же, установленная мощность гидроэлектростанции на юге у нас 14%. Если заполненность водохранилищ будет на нужном уровне, то не исключено, что жару проскочим. Ну и не забываем о том, что компания «Интеррау», наш государственный монополист по экспорту и импорту электроэнергии, предварительные переговоры в Азербайджане и в Грузии уже провела. Там зарезервировано по 150 мегаватт мощности в каждой из республик на летний период. Подстраховались. Если сами не успеваем строить, надо договориться с соседями. Энергосистема Союза Советских Социалистических Республик снова немножечко в деле. Ну что ж. Когда-то мы им помогали. Сейчас, с учетом того, что Грузия стала энергоизбыточна, позволяет себе поставлять среднее количество строящихся малых ГЭС от 7 до 10 каждый год. Нам тут пишут, что живу как раз в Ставропольском крае. Лето 2024 года было жесткое. Увеличился спрос на автономные генераторы. Неудивительно. Кстати, если что, нам можно писать вопросы, предложения, замечания с помощью QR-кода, который вы можете скоро увидеть в этом углу экрана. Пока пойдем дальше. Правительство профинансирует развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов. Собственно говоря, давайте соответствующую цитату. И Борис пообещал очень громко не ругаться, когда будет комментировать. Более 3,6 миллиарда рублей будет направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Обратите внимание, что как минимум 2 региона из вышеперечисленных были среди того списка рекордсменов, который мы давали в самом начале. Одна из 2 больших государственных тайн в России. Первая известна, никто не знает, сколько у нас автозаправок. Вторая, никто не знает, сколько у нас котельных. Я не шучу, это, к сожалению, так. У нас есть котельная муниципальная, государственная, находящаяся в концессии, в аренде. У нас есть ведомственная котельная, удаленные гарнизоны, удаленные школы, больницы спортивные, всевозможные клубы и так далее, и так далее. Сколько их, никто не знает. То, что удалось поставить на учет, вроде бы 48 тысяч. Но если добавить ведомственные, то может быть 80 тысяч, а может 60. Поэтому... как бы это сказать, что именно мы собираемся финансировать? Нам время от времени высокие чиновники говорят про какие-то триллионные суммы. Мне всегда казалось, что если вы хотите модернизировать какую-то техническую систему, то начинать надо с технического аудита. Попытаться понять, в каком состоянии находится, что именно вы собрались ремонтировать, модернизировать. Я не слышал, чтобы эта работа была проведена. И у нас даже юридическая должна быть проведена. Выяснить подчиненность, права собственности на те или иные котельные, теплосети и так далее, и так далее. Может быть, что-то еще не попало в открытые источники. Может быть, действительно, в этих наших северокавказских республиках уже такая работа проведена, и сейчас будет полный порядок, поэтому, конечно, с большим удовольствием буду наблюдать. Замечу, что это не самые большие субъекты в составе Российской Федерации. Есть куда побольше, и проблем там, мне кажется, тоже немножко побольше. К примеру, в Забайкалье. Несмотря на то, что зима была относительно мягкая, там, это, наверное, отдельно какую-то специальную передачу надо делать, как мы с тепловой энергетикой проскочили этот отопительный сезон. Слава богу, идет к завершению, по крайней мере, в европейской части. Когда отопительный сезон у нас закончится официально, и мы начнем готовиться к новому, тут будет повод поговорить. Про ДНР. То есть где-нибудь в июне. Или в июле. Как погода будет у нас? В Якутии, на Чукотке отопительный сезон где-то в июне и заканчивается. Все нормально. И, собственно, можно говорить, почему ты такой, знаете, любимый анекдот на северах.
ты что такой незагорелый? Нет, говорит, как ты отдохнул летом? Ой, никак, я эти 2 дня болел. Вот, как-то так. Так вот, программа развития энергетики ДНР была представлена в Донецком техническом университете. И, собственно говоря, главная цель стратегии – покрыть всю потребность региона в ресурсе, обеспечить стабильную работу электросетевой инфраструктуры, а также масштабировать получение энергии в разы. Программу представили на итоговом заседании рабочей группы, в которую вошли правительство ДНР, Донецкий технический университет, Московский энергетический институт, а также промышленные партнеры. Что мы можем сказать по этому поводу обнадеживающего? Обнадеживающего говорить пока сложно. Из 8 электростанций, которые имелись на наших исторических территориях, в частности, на территории Донецкой республики, 2 работают, 2 на временно оккупированных территориях, 4, как мы аккуратно написали, находятся в стадии консервации. Вот, например, в Угледаре, законсервировано начисто. А что еще написать? Так написали. Работа, на самом деле, очень большая, и не совсем понятно, за что браться, потому что восстанавливать сетевое хозяйство только для того, чтобы обеспечить население, тогда непонятно, какие мощности необходимо восстанавливать. Надеяться на то, что в ближайшее время вернется в эксплуатацию Запорожская атомная электростанция, тоже не очень понятно. Неопределенности очень много, но главная неопределенность, что будет с промышленностью. Развивается электросетевое хозяйство, энергетическое хозяйство только для обеспечения жилых кварталов, соцкультбыта, так скажем, это одно. А для того, чтобы восстанавливать возвращаться хотя бы в то состояние, которое было при предыдущих, так скажем, властях, для этого нужно знать, что будет с предприятиями. То есть вопросов больше, чем ответов, и очень надеемся, что услышат, помогут, может быть, и Министерство энергетики, может быть, и Министерство промышленности. У нас есть необходимость во многом и многом. Напомню на всякий случай, что Донбасс во все времена был центром нашего угольного машиностроения. Напомню о том, что зависимость наших угледобывающих комплексов составляет по импорту порядка 70%. Это при условии, что мы не учитываем БелАЗы, которые вроде бы не совсем импортные, но и как бы и не российские. Но, в общем, вот без них зависимость порядка 70%. Многое оборудование работает до сих пор, производство заводов Донецка, ясиноватые. Нужно подводить какой-то аудит, нужен хороший отраслевой заказ. Донбасс не первый раз, к сожалению, переживает разруху, не первый раз будет восстанавливаться с нуля.